Всем привет! В этом видео я попробую сделать золотого карася из дерева. Исходя из шаблона, толщина воблера должна быть 20 мм. Соответственно, нужна заготовка в 20 мм. Чтобы ее сделать, использую циркулярную пилу и рейсмусовый станок. После того, как обрезал и подровнял одну сторону, распиливаю доску немного больше, чем 20 мм, чтобы потом подровнять на рейсмусе до нужной мне толщины. Итак, заготовочка есть, можно уже приступить к процессу изготовления воблера. Чтобы потом можно было легко удалить шаблон с доски, использую клей для бумаги. Для плавников взял доску в 3 мм. Если кому интересно, как ее сделать, оставлю ссылку на видео в описании. На ленточной пиле вырезал карася и пропилил прорез под язык. Материал для языка использовал монолитный поликарбонат в 2 мм. Шаблон вид сверху и снизу по совету подписчика нужно было переделать. Для этого я быстро без видео сделал пробный воблер. Провел все нужные измерения и нарисовал их в шаблон. Такая вот у меня рыбка получилась. Теперь уже с новым шаблоном приступаю к процессу изготовления воблера. На шлифмашинке шлифую только выпуклые стороны. Ну а для внутренних сторон придумал такое приспособление. На деревянный цилиндр приклеил наждачную бумагу. Только немного не хватает оборотов. На пару воблеров сойдет. Решил сделать сразу два карася. Один с языком, другой без. Корпуса готовы, теперь приклеиваю верх и низ шаблона. Главное, чтобы черная линия была по центру. Ставлю метки под петли и груз.
Места практически нет, потому пришлось делать все впритык. Держа воблер в ровном положении, шлифую голову и хвост. Даже если все сделано по шаблону, всегда нужно проверить на глаз, ровно ли все. И следа, тогда можно продолжать. Место под хвост вырежу на ленточной пиле. А самые детальки вырежу ручным лобзиком. Немного придам форму плавникам. На бурмашинку установил такую круглую пилу. И проводя ровными движениями, у меня получилась вот такая красота. Хвост отлично сел на свое место, но надо еще сделать и подплавники. Для этого сначала поставлю метки и проделаю несколько дыр сверлом в 3 мм. После чего маленькой фрезой все подровняю. Ну, далее обычная процедура. Нарисовать линии, чтобы обрезать и отшлифовать края воблера, сделать петли и доделать маленькие плавники.
такие шарики 10,8 мм покупал в магазине для охоты. Вес одного шарика 4 грамма и тот, что поменьше, 2 грамма. Все дыры заделываешь шпаклевкой по дереву. Итак, приклеил я все части воблера, пропитал эпоксидкой и потом немного подкрасил плавники и хвост. Ну и как же без глазиков. Теперь приступим уже к испытанию на воде. Первым будет карась без языка. Я так и предполагал, что никакой игры не будет. Но если поделить его на две части, то возможно что-то бы получилось. Итак, момент истины. Карась с языком. О да, работает. Очень хорошо болтает вправо и влево. Так как у меня спиннинг до 18 грамм, я не стал испытывать его в боевых целях. Ну и бонусная рыбалка. Взял с собой один из первых своих воблеров, ну и посмотрите, что из этого вышло. О-о. Я просто кушал себе яблоко. Хорош. Давай, ты же... Опа! Как борется. Это же чуть побольше. Отлично. Щучка золотая, как осень. Красивая щучка. Давай. Начал падать дождь. Возвращаясь домой, решил забросить еще раз
в это самое место. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.